Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие новости, какие ключевые события произошли и, соответственно, куда пойдут ключевые активы: доллар, рубль, нефть, золото, а также российские акции, которые наиболее интересны сегодня в первой половине дня. Так, друзья, давайте начнем, наверное, с календарика. Сегодня 1 апреля, завтра 2 апреля и Страстная пятница. И поэтому завтра американские площадки либо не работают, либо работают на пониженных оборотах, выходной день. Вот. Сегодня, соответственно, будет день, который подытожит эту неделю. Завтра активность будет снижена, потому как завтра Страстная пятница. Но сегодня, соответственно, Страстной четверг, но его отмечают, Великий четверг. Его отмечают только в тех странах, где там южный климат и все достаточно расслаблено. Итак, давайте пробежимся по календарю. Вышел итоговый индекс деловой активности в промсекторе Китая. Он вышел пониженный. Предварительный, который выходил ранее, был достаточно оптимистичный, а тот, который уже окончательно посчитанный, вышел хуже ожиданий. То есть это говорит о том, что китайская экономика все-таки начинает буксовать. Причем здесь примечательно даже не то, что он ниже ожиданий, он ниже и предыдущего значения. Хотя здесь в марте уже должен всегда по традиции идти рост, потому что идет раскрутка маховика. Так, далее из важной информации это индекс производственной активности по России. В 10.55 индекс деловой активности в промсекторе по Германии. Потом аналогичный по Евросоюзу через 5 минут. Ну и далее Великобритания то же самое. Потом заседание ОПЕК заявляется сегодня. И в 3:30 выйдет квартальный ВВП по России. Ну и далее в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице. Видите, как удачно здесь сделали 15:26, 15:30. Ну, здесь либо ошибка, либо кто-то уже как бы с определенными намерениями совершил такое раздвижение во времени. Так, ну и в 5 часов индекс деловой активности в промсекторе США. Так, меня укорили, что я перестал позиции по фьючерсам рассматривать. Но давайте посмотрим, какие есть ожидания на сегодня, на первую половину дня. Так, друзья, начнем с РТС. По РТС здесь юрики делают ставку на то, что с утра в четверг будет отскок коррекционный и движение наверх. Так, далее ВТБ, но по ВТБ здесь ставка на продолжение роста в акциях ВТБ, во фьючерсе ВТБ и, соответственно, в акции ВТБ. Сбербанк. Вот здесь юрики делают ставку на то, что Сбербанк будет корректироваться, откатываться с утра. Газпром. Здесь также ставка на коррекционный откат. Доллар-рубль. Здесь ставка на то, что доллар к рублю вырастет в первой половине дня. Евро-рубль. Аналогично по евро-рублю ждут рост. Евро-доллар. Здесь также ставка на коррекционный откат, на ослабление евро к доллару. Ну как и в случае у рубля с долларом и евро. Далее нефть. По нефти нету определенности. Здесь длинные позиции порезали посильнее, но скорее всего ожидание боковика в нефти. Серебро. Здесь ставка на рост. Золото. Также ставка на рост. Так, давайте начнем с китайского фондового индекса. Здесь, несмотря на то, что итоговый PMI по производству вышел хуже ожиданий, китайский рынок торгуется в пределах боковика. Вот. Ну, наверное, на этой неделе, во всяком случае сегодня, не будет попытки пробития 5100 и закрепления выше этого значения. Здесь позитивное у нас сегодня открытие, позитивное движение, и наиболее вероятно сегодня он будет двигаться в рамках боковика. Верхняя граница 5100, нижняя граница 5030. Так, далее ВИКС. ВИКС колеблется в районе вот этого нижнего значения. Вчера он закрылся в поджатой проторговке, которая от 20,5 до 19. Ну, соответственно, с утра это определенный позитив для рынков. Так, далее индекс доллара. Индекс доллара вчера показал разворотную формацию. И теперь ждем, как здесь будут развиваться события. Пойдет, не пойдет пробивать 92,5. Если пробития вот этого значения не будет, то все это превратится в набор позиций и дальнейший рост. 94 так и не отработали. А 94 ему надо, я думаю, в любом случае сделать.
Далее SFD на фьючерс американского индекса SP 500. Консолидируется он в районе максимального значения. Поскольку завтра выходной день, наверное, сегодня последует коррекционный откат. Ну, хотя бы куда-то сюда, в район 4000. Так, прошу прощения, нет, 3950, может быть даже 3940. Насчет 4000 я пока рано сказал. К 4000 откатываться будем, но уже позже, когда будет пробитие и закрепление. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Вчера пробили локальный уровень, но после этого был выкуп от значения 62,5. Вообще вот этот цикл движения, он не закончился, то есть сегодня в случае повторного пробития пойдет тестирование 60,5. Вот, но тем не менее вчера вот то, что такое закрытие произошло, это я считаю достаточно позитивно. И как минимум это может указывать на то, что нефть будет сегодня консолидироваться в этом диапазоне. Переходя на часовой таймфрейм, что здесь могу сказать? Вот по факту пробоя уровня здесь откупили полностью. И сейчас весьма вероятно вот эта консолидация, которая происходит в диапазоне 62,8-63,2, она приведет к тому, что с утра будет пробитие вот этого значения и движение, цель которого 64,4 вот сюда вот. Так, друзья, далее золото, дневной график. Ну, смотрите, пробой 1700, который здесь был, и потом 1686, вот этой зоны, он должен был вести далее вниз, цель движения 1612. Но здесь у нас возникает внезапное утверждение новой помощи ковидной. Деньги будут вливаться в экономику, и на фоне этого мы получили здесь двойное донышко. Это дневной таймфрейм. Соответственно, сейчас, если не будет в ближайшие дни повторения и пробоя вот этого диапазона 1700-1694, у нас отсюда по золоту цель движения первая находится на 1735. Ну а дальше посмотрим, если здесь закрепимся, как будут развиваться события. Часовик по золоту достаточно бодренький. По часовику у нас сейчас идет движение наверх. Но если будет пробой 1705 вот этого значения, то отсюда последует коррекционный откат с целью потестить 1700 вот это значение. Если такого не будет, вот этого пробития, то мы сейчас здесь еще поколебаемся и пойдем. У нас ближайшая цель движения находится вот здесь вот на 1725. Как только здесь закрепляемся, следующая цель 1735. Так, друзья, далее серебро, дневной таймфрейм. Сейчас начинает появляться информация в различных источниках о том, что серебро по ряду причин начнет расти, и его рост даже, возможно, будет опережать рост золота. С чем это связано? Ну, вот я вижу, исходя из графика, что мы пришли на достаточно существенный, важный уровень для серебра, это 24, но для того, чтобы отсюда пошел уверенный и мощный рост, с моей точки зрения, нужен еще задерг, чтобы потестить 21,9. Вот если бы мы сходили сюда, отсюда уже были бы карты в руки для мощного отскока вплоть до 30 и выше. Вот, поэтому сейчас до конца не ясна ситуация, будет, не будет вот эта фаза движения, поскольку 25,9 было пробито, то здесь предполагается, что должно развиться и более глубокое коррекционное движение. Вот, тем не менее, на текущий момент вчера произошла попытка разворота. Сегодня посмотрим, как эта попытка разворота закрепится. Если она закрепится, то уже во вторник, в среду на следующей неделе мы по серебру можем увидеть отскок на 25,3-25,4. Так, далее по серебру 4-часовой таймфрейм. 4-часовой таймфрейм указывает на то, что здесь возможен сейчас разворот и коррекционный откат на 24. Вот, я бы пока серебро не трогал, я посмотрел бы вот пробой 24,6, если он произойдет сегодня и будет на объеме, то весьма вероятно, что уже и сегодня будет отработана цель 25,15. Сейчас с учетом вот этого движения здесь возможен задерг на 24, даже 23,95, вот сюда в этот диапазон. Здесь в целом, конечно же, пошел
рост, но пока не до конца ясно, вот этот рост, он прямо пойдет наверх, или будет еще один задерг сюда, или даже ниже на 21 с копейками. Так, друзья, дальше вот много вопросов про ВТБ поступило, про то, что он так чудесно вырос. Но здесь два обстоятельства. Первое обстоятельство, что он давно не рос, и рано или поздно он начинает расти после того, как Сбер, там, Газпром, другие голубые фишки выросли. Это первое обстоятельство. Ну и второй момент, отчетность вышла очень хорошая, на 50% рост чистой прибыли, соответственно, здесь уже как бы все основания для волшебного роста, они имеют место быть. У ВТБ масса целей наверху, которые не отработаны, и, соответственно, даже видим по позициям на фьючерсах, в акциях, ожидание того, что рост по ВТБ сегодня продолжится. Ближайшая цель для роста находится на 4,4 копейки. Это дневной таймфрейм. Давайте посмотрим, как это выглядит на более коротких таймфреймах. Так, друзья, вот 4-часовик. Смотрите, здесь какая интересная картина. Если рассматривать движение в моменте, то есть как это будет происходить в течение дня. Вот у нас есть сильный уровень, который красным цветом обозначен. Это 4,1971. Ну, можно сказать, 4,2 копейки. Соответственно, если этот уровень будет пробит, то по ВТБ развивается коррекционный откат. Следующая цель этого отката будет 4 копейки, вот сюда вот. Здесь он может консолидироваться, удержаться и отбиться. Сейчас никаких разворотных формаций на то, чтобы он продолжал движение вниз, нету. Здесь более вероятно консолидация на этих значениях и попытка потестить вот этот сильный уровень, который 4,3176 или 79. Вот пробой этого уровня и закрепление открывает для него дорогу на 5,2 копейки. Далее, переходя на часовик, здесь открывается возможность, что с высокой степенью вероятности все равно будет задерг на вот этот сильный уровень, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Или он на объеме пробивается и начинается консолидация и уход наверх, или же, если здесь уверенного пробоя не будет, то мы получим коррекционный откат, у которого цель отката будет находиться на 4,22. Ну и, соответственно, пробой вот этого сильного уровня приведет к тому, что ВТБ начнет сыпаться и цель движения будет 4 копейки. Так, друзья, далее пятерочка, 5, X5, перекресток, дневной таймфрейм. Здесь начато движение тоже наверх. Цель этого движения находится вот здесь вот, 2570. Высока вероятность того, что это движение в ближайшее время разовьется. Критерий того, что это движение не разовьется, коррекционный откат и пробитие 2400-2370 вот этого диапазона. Во всех остальных случаях высока вероятность того, что вот это движение оно произойдет. Так, друзья, далее полюс золота. Ну, поскольку золото начало отскакивать, по полюс золота тоже все основания для отскока они сформировались. Тем более там есть еще иные признаки, это сделки, которые происходят в бумаге, которые указывают на то, что сейчас отсюда сформировалась вероятность отскока, и цель этого отскока первая при благоприятной ситуации в золоте находится вот здесь вот на 15800, вот сюда вот. Для того, чтобы это не произошло, нужен коррекционный откат и пробитие 13350. Вот в этой ситуации здесь роста никакого не будет. Сейчас, я думаю, пока золото будет консолидироваться, наверное, полюс золота тоже будет консолидироваться в диапазоне 14100-13800. Вот здесь вот в этом диапазоне. Ну и первая цель выхода из этого диапазона — это закрепление в районе 14300-14500. Вот здесь вот. Сейчас ситуация очень положительная по акции, но надо четко помнить, есть определенные уровни, пробития которых вызовет, но если не прекращение роста, то по крайней мере длительную консолидацию. Так, друзья, далее вопрос был по Татнефти, недельный таймфрейм. Но смотрите, здесь у нас все завязано на динамике в нефти. В текущий момент
был пробит сильный уровень, который 610-608, и она откатилась в этот диапазон. Диапазон, нижняя граница которого 590, верхняя граница 610. Здесь пробой нижней границы диапазона, которая заканчивается на 580, приведет к тому, что акция начнет проседать и цель ее движения будет 520. Пока такой сценарий видится мне маловероятным, скорее всего, вот эта консолидация под сильным уровнем 608, она приведет к пробою уровня и движение, целью этой акции движение закрытия гэпа на 670. Так, ну и дневной график, здесь движение идет в боковике, нижняя граница 580, верхняя граница 610. Вполне может произойти короткий задерг с целью сходить на 620, но сейчас пока вроде бы игра в акции, она затихла. Сейчас на передний план вышли новые герои, это ВТБ, это сейчас, наверное, поле золота начнут раскачивать. Это, конечно же, пик, который улетел в космос. И, соответственно, то есть по пику я делал обзор в телеграм-канале, можете посмотреть. Но в дальнейшем, через какое-то время, когда цена на нефть стабилизируется и пойдет к верхней границе текущей консолидации на 71, то Татнефть тоже поведут на закрытие гэпа и движение на 670. Вот прямо сейчас, конечно, такое движение маловероятно. Если цена на нефть останется на текущих значениях, что достаточно вероятный сценарий, Татнефть, соответственно, вот здесь вот весьма вероятно и будет колебаться с периодическими задергами. Вот 620 цель есть. Ну и может быть немножко свозит на 570. Если происходит устойчивый пробой 580-570, то, соответственно, она уходит в район 520. Так, друзья, далее магнит, дневной таймфрейм. Здесь тоже интересная ситуация, но обычно связка такая: ВТБ, Магнит и еще ряд таких интересных компаний, которые в силу определенных обстоятельств их начинают тащить наверх после того, как произошла основная траектория движения по наиболее сильным голубым фишкам. Вот сейчас у Магнита, я думаю, в ближайшее время цель движения диапазон 5440-5514. Ну и это движение, оно не складывается, если здесь возникает коррекционный откат и пробитие 5250-5230. В этой ситуации пойдет движение, цель которого будет 5000. Пока более вероятен, я думаю, сценарий движения наверх. Вот эта поддержка, если устоит, то есть все шансы уже на этой неделе или в начале следующей реализовать вот эту траекторию движения. Вот. Дальше, если он здесь закрепляется, то его ждет движение с целью потестить 5800 и уйти выше. Но пока это загадывать, я думаю, преждевременно. Так, друзья, далее Русгидро, дневной таймфрейм. Здесь достаточно интересная картина, которая заключается в том, что сейчас идет поджатие к уровню 81,5 копейки. Ну, точнее, даже диапазон 81,5-82 копейки. Вот к этому уровню. Здесь, как только возникает пробой на объеме и консолидация, пойдет сразу движение, цель которого сначала пробить вот этот максимум, потом сходить на 94 копейки. Если здесь пробой не формируется в ближайшее время, то мы получаем коррекционный откат, цель которого 80,4 копейки. Ну и, соответственно, здесь, в случае того, если этот откат он затягивается и приводит к пробою 79,5 копеек, то мы по Русгидру увидим высадку и движение на 78 копеек. Я думаю, пока более вероятно движение вот в этом диапазоне, поджатие к верхней границе. Ну и я полагаю, в ближайшее время мы увидим пробой этой верхней границы. Друзья, далее ММК был вопрос, но смотрите, да, здесь Чермет сейчас очень мощно растет, ММК тоже улетает в космос постепенно. Здесь что примечательно, вот это движение, по нему пока на старших таймфреймах разворота нету. Но если будет коррекционный откат, и этот коррекционный откат придет к пробитию 56, то, соответственно, высока вероятность того, что ММК вернется, ну, для начала вот сюда вот 53-53,5 в эту область. Так, переходя на 4-часовик, здесь опять же рост. Пока никаких разворотных формаций подтвержденных не сформировалось. Если опираться на 4-часовик, то здесь получается уровень немножко другой, 57. Вот если 57 пробивается, то в ближайшее время
весь этот рост, он скорее всего либо очень сильно замедлится, либо будет сломан. Ну, с моей точки зрения, в ракету запрыгивать здесь уже не стоит. Друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь у нас в чистом виде получился отбой от сильной границы. Дальнейшее движение вниз ожидаем, будет, не будет пробитие 288, 288,5. Если здесь возникает пробой, то Сбер пойдет проседать сначала на 284, потом на 278. Вот. Если пробоя не будет, то это все выкупается и идет повторное тестирование на пробой вот этой верхней границы. Ну, переходя на 4-часовой таймфрейм, здесь идет попытка разворота и движения на 295 повторного. Здесь надо, я думаю, посмотреть, если сейчас вот это разворотное движение не подтверждается, то есть на открытии не будет движения на 292,5, то в этой ситуации мы весьма вероятно пойдем сегодня тестировать 288, вот это значение. Но судя по изменению позиций во фьючерсах по акциям, идет перекладка из бумаг, которые уже хорошо выросли, голубые фишки, пытаются дорастить, подрастить ВТБ и компанию. Здесь еще надо иметь в виду, что сегодня последний рабочий день, в Америке завтра выходной официальный, и активность будет снижена. Сегодня наиболее вероятно будут фиксировать прибыль. И поэтому достаточно высокая вероятность, что во второй половине дня будет негативная динамика на американском рынке и на нашем рынке. Так, друзья, далее ГМК. У ГМК сейчас решается стратегический вопрос закрепления в диапазоне 22 800, 23 700. Если он закрепляется, нижнюю границу не пробивает, то в ближайшее время, ну на следующей неделе, я так полагаю, будет тестирование на пробой 24 500 и потом уход вверх, цель движения 26 800. Сегодня по ГМК либо будет коррекционный откат, цель его будет потестить 23 000, либо будет сначала движение, цель которого 24 100 и потом коррекционный откат вот в этот диапазон. То есть по 4-часовику здесь либо небольшой рост и откат, или сразу откат и попытка потестить 23 000 на прочность. Так, друзья, ну в общем-то все, основные моменты, основные акции. Спасибо за внимание, всего наилучшего, успешных торгов.